Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о местах, куда на вечный покой отправляется все живое и неживое. О самых больших кладбищах мира. Из этого видео вы узнаете, в каком месте похоронено самое большое число людей, где можно посетить огромное кладбище старых автомобилей и поездов, как возникло крупнейшее кладбище домашних животных и почему никто из простых людей никогда не сможет своими глазами увидеть место погребения космических кораблей. Мы расскажем, почему одни места захоронения являются культурной ценностью, а другие – токсичными свалками, которые необходимо как можно быстрее утилизировать. Это и многое другое вы узнаете из нашего топ-10 самых больших кладбищ мира. Поехали! Тихоокеанское мусорное пятно. Огромное кладбище отходов разместилось на архипелаге в Тихом океане. Это пятно мусора настолько большое, что его еще называют седьмым континентом. Скопление отходов занимает около 15 миллионов квадратных километров и весит до 100 миллионов тонн. К тому же оно постоянно растет. Точный размер и объем свалки сложно определить, так как отходы постоянно дрейфуют между западным побережьем США и Японией. Технически пятно нельзя назвать свалкой, так как оно образовалось стихийно. Здесь есть отходы, прибывшие по речному течению, выброшенный из палуб кораблей хлам, а также прибрежный мусор Северной Америки и Азии. По мнению ученых, большая часть пятна состоит из пластика, а также из отходов коммерческого рыболовного производства. Кроме того, здесь много дерева, стекла, резины. Разлагаясь, пластик выделяет токсичные вещества, которые представляют огромную опасность для морских обитателей. Несмотря на риски, Тихоокеанское мусорное пятно ежедневно посещает множество людей в надежде найти что-то стоящее и немного подзаработать. Кладбище такси, Китай. В 80-х-90-х годах прошлого века экономика КНР начала стремительно подниматься. Все больше граждан страны вышли на новый социальный уровень и смогли приобрести личный автомобиль. Еще 30 лет назад объем такси в общем потоке транспорта достигал 80%, и даже уважаемые чиновники передвигались на государственных машинах. Сейчас же в таком количестве общественного транспорта нет нужды. Тысячи такси остались в пустыре, неподалеку китайского города Чунцин. За несколько десятков лет здесь образовалась самая большая в мире ярко-желтая свалка вышедших из строя такси. На желтое кладбище попали не только сломанные автомобили, но и те, что не соответствуют новым минимальным стандартам токсичных выбросов. Жители Китая серьезно относятся к проблеме загрязнения воздуха и стараются переходить на экологически чистый общественный транспорт. Вади-ас-Салам, Ирак. Гигантское шиитское кладбище простилается поблизости священного для шиитов города Ан-Наджаф в Ираке. Самое древнее и самое крупное кладбище в мире занимает более 600 гектаров. За последних 1400 лет здесь упокоились более 5 миллионов человек. Сюда свозят покойников со всего Ирака и других стран, где расположен шиизм. На Вади-ас-Салам похоронены многие ученые, известные политики, древние цари, пророки и султаны. С начала войны в Ираке с 2003 года на кладбище ежедневно появлялось примерно 250 новых могил. В 2010 году эта цифра опустилась до 100. Для экономии места могилы располагаются вплотную друг к другу. На одного человека приходится меньше 1 квадратного метра. Вади-ас-Салам переводится как «долина мира», но люди часто его называют «городом мертвых». Это место таит в себе тела миллионов, в то время как в соседнем Ан-Наджаф, одном из крупнейших городов страны, проживает всего 600 тысяч людей. База Дэвис-Монтан, США. Неподалеку городка Тусон в штате Аризона расположено огромное кладбище самолетов. В 1925 году здесь была основана авиационная база. Ее назвали в честь известных военных летчиков Первой мировой войны – Сэмюэля Дэвиса и Оскара Монтана. После завершения Второй мировой войны авиабаза Дэвис-Монтан стала местом консервации техники, своеобразным кладбищем самолетов.
Жаркий и сухой климат и твердая земля способствуют идеальному хранению техники под открытым небом. Стоимость такой стоянки для старых самолетов обходится совсем недорого, ведь нужно оплачивать специальные ангары или укладку асфальтированного покрытия. Примерно 400 единиц авиатехники ежегодно поступает на кладбище Дэвис-Монтан. Примерно столько же самолетов подвергается утилизации или продается на мировом рынке. Зачастую именно на этой базе можно найти необходимые детали для самолетов старого образца. На 11 квадратных километрах кладбища постоянно находится более 4000 единиц авиатехники. Общая стоимость списанных самолетов составляет около 35 миллиардов долларов. Олд Кар-Сити, США. В 50 милях от Атланты, в штате Джорджия, существует самое настоящее кладбище старых автомобилей. Посреди леса на площади, что превышает 12 тысяч гектаров, стоит около 4500 винтажных машин. Но как они там оказались? В середине 20 века один американец, занимающийся разборкой старых авто, решил, что должен сохранить автомобильное наследие для будущих поколений. Мужчина начал скупать раритетные автомобили и свозить их на собственный земельный участок. После смерти старика дело отца продолжил его сын. Количество экземпляров с каждым годом только увеличивалось. Некоторые авто здесь находятся так давно, что под воздействием природных условий начали разрушаться и практически вросли в землю. Автокладбище является частной собственностью, но за $25-30 его можно посетить. В городе старых машин можно гулять бесконечно долго, делать уникальные снимки и еще раз напоминать себе, что в этом мире нет ничего вечного. Арлингтонское мемориальное кладбище, США. В пригороде Вашингтона в городе Вирджиния расположилось самое крупное в мире кладбище для военнослужащих. Мемориальное место имеет площадь около 3 квадратных километров и является местом погребения около 400 тысяч человек. Основанное в 1865 году во время гражданской войны в США, кладбище предназначалось для погребения солдат, павших в битвах. С тех пор здесь хоронят американских ветеранов, солдат, политиков, лиц, отмеченных государственными наградами, и членов их семей. Последнее пристанище в этом месте нашли 2 бывших президента США – Джон Кеннеди и Уильям Тафт. Сегодня там продолжают хоронить около 25 человек в день, но по предварительным расчетам к 2025 году кладбище заполнится и станет закрытым для новых погребений. Кроме того, есть один важный нюанс. На Арлингтонском национальном кладбище запрещено хоронить военнослужащих, приговоренных к пожизненному заключению или к смертной казни. Американское военное кладбище является одним из наиболее известных в мире. Одинаковые белые надгробия, утопающие в зелени, часто мелькают в американских фильмах. Точка Немо – кладбище космических кораблей. В водах Тихого океана между Южной Америкой и Австралией находится кладбище космических кораблей. Здесь, на глубине, достигающей 4 километров, покоятся непригодные к эксплуатации крупные космические аппараты. После завершения работы их спускают с орбиты и затапливают в самом отдаленном от суши месте, так называемой точке Немо. Захоронению подлежат отработавшие свой эксплуатационный ресурс орбитальные станции и корабли, заполненные отходами жизнедеятельности космонавтов. Большая часть космических аппаратов сгорает в плотных слоях атмосферы, а уцелевшие части конструкций попадают в эту самую точку Немо. Благодаря большому расстоянию до человеческой цивилизации это место больше всего подходит для погребения космических кораблей. В этой части Тихого океана не ходят суда. Кроме того, здесь находится круговое течение, которое затягивает в себя весь мусор. Первый космический аппарат был погружен в воды океана в 1971 году, а в 2016 кладбище космических кораблей насчитывало уже более 260 затопленных единиц техники. Кладбище поездов, Боливия. Самое крупное в мире кладбище поездов находится на юго-западе Боливии, в долине высохшего соленого озера Салар-де-Уюни.
В конце XIX века британские инженеры соорудили здесь железнодорожный транспортный узел, чтобы перевозить полезные ископаемые. Но спустя 50 лет минералы в окрестных рудниках иссякли, а обслуживание паровозов стало недешево. Потребностей в транспортных услугах железных дорог больше не было, и ветка, ведущая к городу Уюне, была заброшена. Отслужившую железнодорожную технику начали оставлять просто под открытым небом. Сегодня там можно увидеть как отдельные части легендарных паровиков, так и целые локомотивы вместе с вагонами. Жаркий климат поспособствовал коррозии металла и со временем превратил поезда в своеобразные скелеты, по которым гуляет ветер. Теперь кладбище поездов стало местной достопримечательностью. Любой желающий может прикоснуться к столетним машинам и сделать несколько уникальных кадров. Это место заряжено духом истории и приключений. Кладбище домашних животных, США. В пригороде Нью-Йорка, в городке Хартсдейл, расположено историческое кладбище домашних питомцев. Здесь захоронено более 70 тысяч животных, и погребения продолжаются по сегодняшний день. Именно в Хартсдейлском кладбище находится могила Лайки, первой советской собаки-космонавта, выведенной на орбиту Земли в 1957 году. Первая могила здесь появилась в 1896 году. Местный ветеринар Сэмюэль Джонсон позволил клиентке похоронить своего питомца у него в саду. Эта весть разлетелась по округе, и жители города начали массово обращаться к доктору с той же просьбой. Вскоре Джонсону пришлось выкупить чуть больше гектара земли и обустроить там кладбище домашних животных. Спустя 18 лет Хартсдейлское кладбище получило официальную лицензию и стало называться Тихим Королевством. Кладбище кораблей, Мавритания. Портовый город Нуадибу считается экономическим центром Мавритании, но большинству он известен как город, где умирают корабли. В гавани Нуадибу нашли свое последнее пристанище более 300 старых кораблей. Из-за множества гниющих на мелководье судов западное побережье Африки превратилось в настоящий корабельный могильник. Утилизация старого корабля – это довольно дорогостоящая процедура. На протяжении многих лет коррумпированные чиновники позволяли бросать здесь суды в обмен на взятки. Судоходным компаниям было выгодно оставлять в заливе корабли, которые уже отплавали свое. Начиная с 1980-х годов сюда начали свозить судна со всего мира. На этом необычном кладбище можно увидеть грузовые суды, рыболовные корабли, морские крейсеры. Самое большое в мире кладбище кораблей представляет интерес для многих путешественников. Но, к сожалению, пристанище старых судов не только особенно атмосферное место, но и очень опасное. Токсичные масла, ржавчина и краска, проникшие в воду, создали экологическую катастрофу. В настоящее время Европейский Союз вместе с местными властями запустили программу, предполагающую дальнейшую очистку порта. Поэтому в ближайшем будущем это кладбище прекратит свое существование. Если задуматься, то ничто не вечно в нашем мире. Каждый человек, животное или вещь рано или поздно найдет свое последнее и вечное пристанище. Это была будоражащая сознание подборка из 10 самых больших кладбищ мира. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!